Всем привет, дорогие друзья! Хотите удивить родных оригинальными, но очень простыми пирожками? Тогда приготовьте мои пирожки-лапти с луком, яйцами и творогом на тесте на кефире без дрожжей. Они получаются такие воздушные, хрустящие сверху, а внутри нежная и сочная начинка. И сами пирожки по виду действительно напоминают лапти. Они получаются настолько вкусные, что от них просто невозможно оторваться. Обязательно их приготовьте. Я уверена, такие пирожки понравятся всем. И вы еще часто будете готовить эти лапти по просьбе своих родных. Для приготовления теста мне понадобится вливаю в миску теплый кефир. Я его специально подогрела. Температура примерно 36-38 градусов. Добавляю одно крупное яйцо. Вес яйца со скорлупой примерно 72 грамма. Всыпаю соль, примерно пол чайной ложки, и столовую ложку сахара. Вливаю растительное масло без запаха. Вместо растительного масла можно использовать и сливочное. Хорошо перемешиваю. Если вы хотите сделать тесто таким еще более сдобным, вы можете использовать вместо одного яйца 2 желтка. И еще один важный момент. Соду не добавляем в кефир. Соду добавляем вместе с мукой. Сейчас я просеиваю примерно половину муки и добавляю сюда соду. Если вы добавите соду в кефир, она сразу уже начнет активироваться, и потом тесто не будет таким пышным. Сначала я перемешиваю лопаткой, затем буду добавлять оставшуюся муку и замешивать тесто руками. Муки для рецепта может понадобиться чуть больше или чуть меньше. Будем смотреть на консистенцию. И, друзья, у меня на канале уже целая коллекция пирожков на любой вкус. Сладкие, сытные, печеные и жареные. На тесте без дрожжей и с дрожжами. Заходите, выбирайте и пробуйте. Я добавляю всю оставшуюся муку. В итоге должно получиться очень нежное, мягкое, слегка липковатое тесто. Вот сейчас, если я его еще немного помешу, тесто снова начнет прилипать к рукам. Видите? Совсем немного липнет. Важно не забить это тесто мукой. Тогда оно будет очень нежным и пышным. Слегка его подпыляю сверху мукой, закрываю пленкой и оставлю отдохнуть минут на 15-20. Для приготовления начинки мне понадобится мелко режу большой пучок зеленого лука. Добавляю соль и черный перец. Вливаю растопленное сливочное масло и немного лук разотру с солью, с перцем и маслом. Так из него уйдет горечь. Не надо давить сильно, просто слегка. Также в мою начинку я добавляю творог и также перемешиваю. Конечно, можно сказать такой привычный классический вариант начинки просто с луком и с яйцами. Но попробуйте добавить сюда творог. И начинка становится просто потрясающе вкусной. Такая нежная, сливочная. И теперь я на крупной терке натираю яйца. Можно их и просто порезать. Друзья, пишите в комментариях, какие начинки любите использовать в пирожках вы. Будет очень интересно почитать. Все перемешиваю. Обязательно попробуйте начинку на вкус, чтобы хватало соли и перца. Получилась вот такая очень вкусная начинка. Тесто хорошо отдохнуло. Посмотрите, какое оно получается нежное. Стол слегка смазываю маслом и выкладываю сюда тесто. Пирожки я буду формовать на растительном масле, а не на муке, чтобы они потом не обгорали при обжаривании. Я разделю тесто на 10 равных частей. Пирожки у меня будут такие довольно крупные, они так и называются лапти, то есть эти лапти должны быть большими. Но, конечно, если вы хотите, вы можете сделать их и меньшего размера. Примерно вес одного кусочка теста будет 75 граммов. Пальцы слегка смачиваю в растительном масле и все кусочки подкатываю в шар.
Накрою пленочкой и оставлю отдохнуть буквально 5 минут. Поднос, куда буду выкладывать сформированные пирожки, смазываю маслом. Рабочую поверхность слегка смазываю маслом, не надо много. Беру первый кусочек теста, переворачиваю его и раскатываю в лепешку. На центр выкладываю начинку и хорошо скрепляю края теста, как обычный пирожок. Самое главное, не используйте при раскатке теста слишком много масла, чтобы вот этот шов хорошо скрепился. Теперь я его подворачиваю, пирожок прижимаю, переворачиваю и слегка его также прокатываю скалкой, делая его таким похожим на лапоть. Такие пирожки получаются плоские и они жарятся очень быстро. Перекладываю пирожок на поднос. Самое главное, следите, чтобы шов снизу не разошелся. И точно таким образом формую все остальные пирожки. Следите за тем, чтобы внутри пирожка не было воздуха. Я сформовала все пирожки и теперь буду их обжаривать. Разогреваю сковородку, наливаю растительное масло так, чтобы оно покрыло дно. Огонь делаю чуть тише и выкладываю пирожки в разогретое масло швом вниз. Обжариваю пирожки на среднем огне буквально по 2 минуты с каждой стороны, до красивого золотистого цвета. Готовые пирожки достаю на тарелку с бумажными полотенцами. Хорошо стряхиваю масло. Получаются очень красивые, такие румяные. И жарятся невероятно быстро. Вы только посмотрите на эти шикарные лапти. Тесто здесь такое нежное, пышное. А внутри очень много сочной начинки. С луком, с яйцами и с творогом. Ну как же это вкусно. Обязательно приготовьте и попробуйте. А я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. И не забудьте подписаться на мой канал и включить колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о выходе новых рецептов. Всем пока!